Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать вот такие интересные оригинальные следочки, размер которых 38-39. Работу мы с вами начнем с выполнения полотна пяточки, затем выполним прибавление с двух сторон и начнем выполнение основного полотна до убавления носочной части. После убавлений мы выполним верхнюю часть изделия. Для работы нам потребуется моточек пряжи, спицы на леске, 4 носочные спицы, дополнительная спица для выполнения кос, ножницы, сантиметровая лента и крючок для обвязки. Приступаем к выполнению. На 2 спицы классическим набором набираем 12 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набрали петли, одну спицу вынимаем и приступаем к выполнению первого ряда узора рис. Кромочную петлю снимаем, и мы будем чередовать 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы провязываем до конца ряда. Лицевая, кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Первый ряд узора готов, работу переворачиваем. Во втором ряду мы вяжем, как смотрят петли, то есть кромочную мы снимаем, над изнаночной выполняем изнаночную, над лицевой лицевую. Провязываем до конца ряда, кромочная, изнаночная. 2 ряда мы с вами провязали и приступаем к выполнению третьего ряда. В третьем ряду кромочную снимаем, и теперь над изнаночной петлей мы будем выполнять лицевую, а над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую и наоборот, над лицевой изнаночной. Чередуем. Кромочная, изнаночной. Третий ряд готов, работу переворачиваем. В четвертом ряду по рисунку кромочную снимаем, над лицевой лицевая, над изнаночной изнаночная, лицевая, изнаночная. И заканчиваем четвертый ряд кромочной, изнаночной. Работу переворачиваем. Мы с вами провязали раппорт узора в высоту 4 ряда. 5-й ряд как первый. Сейчас кромочную снимаем, над лицевой вяжем изнаночную, а над изнаночной лицевую. Пятый ряд как первый, 6-й как второй и так далее. И всего ровным полотном нам необходимо будет провязать 22 ряда. Выполняем. Я провязала ровным полотном 22 ряда. Чтобы удобнее было посчитать, считаем по кромочным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одна кромочная — это 2 ряда. Далее я беру в работу уже носочную спицу, и необходимо провязать еще ряд лицевой. Сейчас по рисунку кромочную я снимаю, над изнаночной вяжу лицевую, а над лицевой изнаночную. Над изнаночной лицевую.
провязываю изнаночную, и кромочная уже будет входить в узор после изнаночной по рисунку 1 лицевая. Спицы на леске я откладываю пока. Беру следующую носочную спицу, и теперь по краю полотна, по кромочным, нам необходимо будет набрать петли. Разворачиваем работу вот таким образом. Хорошо видны наши кромочные петли. По лицевой стороне я сейчас набираю и буду захватывать переднюю долечку петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11 петля. Набрали 11 петель. Берем третью спицу, и теперь очень внимательно. У нас мы закончили по рисунку 1 лицевая, должно идти чередование. Значит, сейчас первая петля изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы чередуем все петли, которые набрали, и кромочная, изнаночной петлей. Провязали те петли, которые добрали, работу переворачиваем, и в изнаночном ряду мы выполняем по рисунку. Кромочную снимаем, над изнаночной изнаночная, а над лицевой лицевая. Лицевая. И теперь петли со средней спицы. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы продолжаем вязать. Изнаночная и кромочную. В этом случае сейчас мы провязываем лицевой петлей, так как идет чередование после изнаночной. Теперь с этой стороны полотна мы также должны добрать петли. При этом вот наши кромочные петли, это изнаночная сторона, и мы будем захватывать заднюю долечку петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и 11 петля. Набрали петли. Это изнаночный ряд у нас, я напоминаю. И сейчас мы должны провязать. У нас на средней спице последняя петля лицевая, значит первую мы провязываем изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Кромочная, изнаночная. Работу переворачиваем. С двух сторон от полотна пяточки мы добрали петли и их провязали. Сейчас мы по лицевой стороне по рисунку должны вязать следующим образом. Кромочную снимаем, над изнаночной петлей мы выполняем лицевую и наоборот, над лицевой изнаночную. То есть все петли, которые мы добрали, мы включили в наш узор. И вяжем сейчас точно так же, как вязали полотно пяточки. Провязываем с первой спицы петли, теперь со второй, над изнаночной лицевая и наоборот.
провязываем последнюю петлю изнаночной. И теперь петли с третьей спицы. Точно так же над изнаночной у нас идет лицевая и над лицевой изнаночная. Узор несложный, то есть мы продолжаем его вязать. В изнаночных рядах мы вяжем по рисунку, а в лицевых так, как вязали полотно пяточки. Вот сейчас я лицевой ряд провязала в изнаночном по рисунку. Далее я продолжу ровным полотном. Через несколько рядов все петли можно будет перевести на спицу с леской, и так будет удобнее вязать дальше. Я продолжила работу ровным полотном. Получается, всего связала 40 рядов. Это где-то 16,5 сантиметров. По длине стельки это приблизительно 2/3 длины стельки. Для длины стельки 24-25 сантиметров в нашем случае этого достаточно. Далее мы с вами приступим к выполнению рядов с убавлениями для формирования носочной части. Приступаем к выполнению первого ряда с убавлениями. Кромочную петлю снимаем. Следующие 8 петель провязываем по рисунку. Сейчас мы меняем положение петель над лицевой изнаночной, над изнаночной лицевая. 4 петли, 6 петель, 8 петель. Следующие 3 петли мы должны провязать вместе изнаночной петлей. Для этого в лицевых петлях меняем положение долек. Я подхватываю заднюю долечку вот таким образом, переношу пока изнаночную и точно так же еще одну лицевую. И теперь возвращаем эти петли и 3 петли вместе изнаночной. Далее провязываем центральных 10 по узору. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали. И далее мы довязываем 8 петель по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Лицевой ряд провязали. В изнаночном как смотрят петли. В этом лицевом ряду мы будем выполнять без убавлений. Кромочную снимаю, и по рисунку у нас над изнаночной лицевая, над лицевой изнаночная. Мы просто провязываем то количество петель, которое у нас есть, а в изнаночном ряду по рисунку. Приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями. Кромочную петлю снимаем, затем провязываем по узору 7 петель. Чередуем изнаночная, лицевая, 3, 4, 5, 6, 7. Следующие 3 петли мы должны провязать вместе лицевой. То есть по узору у нас после изнаночной лицевая, значит провязываем лицевой. Выполнили. И теперь дальше снова чередование. 8 центральных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель выполнили. И теперь следующие 3 петли вместе изнаночной петлей. Как и ранее, мы должны поменять положение долек в лицевых петлях. Подхватываю заднюю долечку, переношу изнаночную и
точно так же во второй лицевой петле. И теперь в том же положении одеваю их на левую спицу и провязываю 3 вместе изнаночные. Выполнили. И дальше по рисунку у нас остается провязать 7 петель. После изнаночной лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и заканчивая 7 петля лицевая, кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Второй ряд с убавлениями мы выполнили. Провязываем изнаночный ряд и затем еще один лицевой ряд без убавлений и еще один изнаночный. Я провязала изнаночный и еще 2 ряда без убавлений, и теперь следующий ряд с убавлениями. Кромочную петлю снимаем и провязываем 6 петель по узору. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, провязали. Следующие 3 петли мы должны провязать вместе изнаночной петлей, так как последняя лицевая. Точно так же мы меняем положение долек в лицевых петлях, переносим их на левую спицу, провязываем 3 вместе изнаночной петлей. Провязали. Далее у нас получается 6 центральных петель. Провязываем. После изнаночной у нас идет лицевая, изнаночная 2, 4, 6. Следующие 3 петли мы должны провязать вместе лицевой петлей. Провязываем и далее довязываем до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель по узору и кромочная, изнаночная. Ряд с убавлениями провязан. Выполняем изнаночный и еще 2 ряда, как и ранее, без убавлений. Я повторю, что я провязала 1 изнаночный ряд и 2 последующих без убавлений. И теперь приступаем к следующему ряду с убавлениями. Кромочную снимаем. Далее 5 петель по узору. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующие 3 петли мы провяжем вместе лицевой петлей. Провязали. Затем центральные 4. Продолжаем вязать по узору. После изнаночной будет, после лицевой будет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Теперь следующие 3 петли мы должны провязать вместе изнаночной петлей. Как и ранее в лицевых петлях мы меняем положение долек и провязываем 3 вместе изнаночной. И заканчиваем, довязываем 5 петель по узору. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Ряд с убавлениями выполнили. И точно так же, как и ранее, изнаночный, как смотрят петли. И 2 последующих ряда без убавлений. Приступаем к выполнению последнего ряда с убавлениями. Кромочную снимаем. Провязываем 4 петли по узору. 1, 2, 3, 4. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Меняем положение долек в лицевых петлях и провязываем 3 вместе. Затем 2 центральные петли, лицевая, изнаночная. Следующие 3 петли мы провязываем вместе лицевой петлей. Провязали и заканчиваем ряд, провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная в конце ряда изнаночной петлей. У нас на спицах осталось 14 петель. Мы должны провязать еще 3 ряда
рисунком рис. Я провязала изнаночный ряд и затем еще 2 ряда нашим основным узором. И давайте на готовом изделии посмотрим. Мы с вами выполнили все убавления для выполнения носочной части следочка. И теперь приступим к выполнению верхней части. При этом распределим петли для выполнения узора верхней части, а также с 2 сторон выполним присоединение к уже готовому основному полотну. В этом ряду мы с вами сейчас выполним распределение петель. Кромочную петлю снимаем и вяжем следующим образом: 1 изнаночная, 1 лицевая, затем 2 изнаночные, далее 4 лицевые, следующие 2 петли 2 изнаночные и затем 1 лицевая, 1 изнаночная. Кромочную петлю сейчас мы не провязываем, рабочая ниточка за работой, ее мы переносим с левой спицы на правую. Обращаю ваше внимание на наши кромочные петли ранее связанного полотна. Первую кромочную петлю мы брать не будем, начинать присоединение будем со 2 кромочной, при этом будем захватывать переднюю долечку петли. Вот таким образом. Теперь переносим назад непровязанную кромочную и эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Работу переворачиваем. В изнаночных рядах мы будем вязать, как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем, дальше лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, лицевая. Кромочную петлю мы не провязываем. Рабочая ниточка перед работой, ее также переносим. Теперь снова обращаю ваше внимание на кромочные петли ранее выполненного полотна. Первую кромочную мы не берем, начинаем присоединение со 2 и будем захватывать заднюю долечку петли. Таким образом. Теперь мы снова переносим нашу кромочную и эти 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали. 2 ряда мы провязали. Приступаем к выполнению 3-го ряда. Кромочную снимаем. Дальше 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные. На 4 центральных петлях будем выполнять перекрещивание. Для этого первую петлю я снимаю на дополнительную спицу, оставляю за работой. Следующую петлю провязываю лицевой. Затем возвращаю снятую петлю. Ее также провязываю лицевой. Следующие 2 петли также перекрещиваем. Первую петлю мы снимаем, оставляем на дополнительной спице перед работой. Затем 1 лицевая. Снятую петлю переносим и провязываем ее лицевой. Перекрещивание выполнили. Дальше вяжем 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Кромочную петлю мы переносим, захватываем в кромочной петле полотна переднюю долечку петли, возвращаем перенесенную петлю и эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Мы выполнили присоединение. Работу переворачиваем в изнаночном ряду по рисунку. Кромочную снимаем, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, лицевая.
Кромочную петлю переносим, при этом рабочая ниточка перед работой. И вот уже следующее кромочное полотно мы захватываем заднюю долечку этой кромочной. Снятую петлю возвращаем, и эти две петли мы провязываем вместе изнаночной петлей. 4 ряда мы выполнили. Это раппорт в высоту нашей косички, которую мы выполняем по центру верхней части. Приступаем к выполнению 5-го ряда. Кромочную снимаем, вяжем изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Теперь кромочную петлю мы снова переносим, повторяем наши действия, захватываем переднюю долечку кромочной петли полотна, возвращаем снятую петлю, провязываем 2 вместе лицевой петлей. Провязали, работу переворачиваем, кромочную снимаем и далее по рисунку. Лицевая. Кромочную петлю в конце изнаночного ряда мы снимаем, рабочая ниточка перед работой, захватываем заднюю долечку кромочной петли полотна, возвращаем снятую петлю и провязываем вместе изнаночной. Работу переворачиваем. И в 7-м ряду мы сделаем также перекрещивание на центральных петлях, кромочную снимаем, провязываем до центральных петель и повторяем наше перекрещивание. Первую петлю снимаем, оставляем за работой, следующую провязываем лицевой, возвращаем снятую петлю, ее провязываем также лицевой. Затем следующую петлю снимаем, рабочая ниточка перед работой, 1 лицевая, переносим снятую петлю и провязываем лицевой. Затем по рисунку и присоединение. Переносим кромочную, подхватываем переднюю долечку петли полотна и провязываем 2 вместе лицевой. Повторю, что центральный узор коса перекрещивается в каждом 4-м ряду. Мы сделаем еще одно перекрещивание, и я покажу, как выполнить шишечки в нашем полотне. Сейчас я провязала 12 рядов от начала выполнения верхней части и сделала 3 перекрещивания в центральной косичке. И в 13-м ряду с 2 сторон от косы я выполню шишечки. И посмотрим, как провязать. Кромочную снимаем, далее 1 изнаночная. Из лицевой петли сейчас я выполню 5 петель. Завожу за заднюю стеночку правую спицу, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю петлю. При этом петлю с левой спицы пока не сбрасываю. 1 петля, затем накид. Точно так же ввожу, захватываю рабочую ниточку, 3-я петля, накид. И последняя 5-я петля, сбрасываем. Вывязали из 1 петли 5, работу переворачиваем. Провязываем 2-й ряд. Кромочную снимаем, провязываем 1, 2, 3 изнаночные и кромочную изнаночной. Работу переворачиваем. То есть мы выполняем пока только 5 петель, провязываем. Кромочную снимаем, это 3-й ряд шишечки, дальше 3 лицевые, 1, 2, 3 и кромочная изнаночная. Переворачиваем работу, провязываем 4-й ряд шишечки, кромочную снимаем, 3 изнаночные и кромочная изнаночная. И переворачиваем снова работу на лицевую сторону
И сейчас мы заканчиваем выполнение шишечки, и все 5 петель мы должны провязать вместе лицевой петлей. Провязываем. И подтягиваем. Наша шишечка готова. Дальше продолжаем вязать по рисунку. 2 изнаночные, затем 4 лицевые, 2 изнаночные, и также симметрично выполним еще одну шишечку. Завожу правую спицу за заднюю стеночку петли, захватываю рабочую нить, 1 петля, накид, точно так же 3 петля, накид, и точно так же выполняю 5 петлю. Выполнили из 1 петли 5, работу переворачиваем, и второй ряд шишечки, кромочную снимаем, 3 изнаночные, кромочная, изнаночная, переворачиваем работу, 3 ряд шишечки, кромочную снимаем, далее 3 лицевые, кромочная, изнаночная, снова переворачиваем, кромочную снимаем, и 4 ряд шишечки, 3 изнаночные и кромочная, изнаночная, переворачиваем на лицевую сторону и заканчиваем выполнение шишечки. Все 5 лицевых петель, которые мы выполняли из 1 петли, мы должны провязать вместе лицевой петлей. Провязали, подтянули, и дальше заканчиваем ряд изнаночная, кромочную петлю в конце ряда мы не провязываем, переносим, захватываем переднюю долечку кромочной петли полотна, возвращаем снятую петлю, 2 вместе лицевой. Далее я продолжу присоединение верхней части к основному полотну, и количество рядов, которые нам необходимо будет провязать, мы определим примеркой. При этом шишечки я буду повторять в каждом 8 ряду, а переплетение в каждом 4. Заканчиваем работу. Я провязала необходимое, или лучше сказать желаемое количество рядов. При этом 4 повторения шишечки выполнила и 9 переплетений в нашем узоре коса. Закрывать петли я буду, провязывая их лицевыми. При закрытии петель мы стараемся не затягивать, но и не вязать слишком рыхло. Закрываем последнюю петлю. Сейчас рабочую ниточку мы пока не обрезаем. И для того, чтобы изделие имело законченный вид, мы выполним обвязку крючком. Я выполню 1 ряд столбиков без накида, и при этом сейчас я ввожу крючок в последнюю петлю, куда выполняла присоединение под кромочную, захватывая обе долечки этой кромочной петли. И далее в каждую последующую кромочную петлю за 2 долечки провязываем ряд столбиков без накида. Итак, мы обвяжем в круговую до верхней части.
Я закончила выполнение обвязки верхней части. И давайте промеряем размер получившегося следочка. Получается 23 сантиметра, но полотно тянется до 25, как ранее я и говорила. Сегодня мы с вами научились вязать вот такие замечательные, теплые, интересные следочки, размер которых 38-39. Я желаю вам творческих успехов!